Всем привет! Сегодня поговорим про антимигрантский, да, ну, такой мини-митинг, да, который прошел в Дандалке, да. Там хотели и хотят разместить, да, 260 украинских беженцев в бывший, да, приют. То есть, но тут такая ситуация, что на одной стороне улицы были активисты против, да, мигрантов, да, и против, ну, того, чтобы их размещали там, а на другой стороне улицы стояли контрдемонстранты, которые кричали, да, беженцы здесь желанные гости, мы вас ждем и так далее, то есть там пис, мир и все дела, то есть такая вот интересная ситуация происходит в Ирландии, да, конечно, общая тенденция не слишком хорошая для украинских беженцев, которые находятся сейчас в Ирландии, которые приезжают, тем паче, да, у них им еще сложнее вообще тут сейчас жить, да, найти себе жилье и вообще какой-то стабильный угол. Сейчас мы о всем этом поговорим. Буквально минутку, и мы продолжим обсуждать эту горячую тему, да. Попрошу каждого подписаться на канал, поставить колокольчик, лайк, оставить комментарий. Спасибо всем, кстати, мы уже преодолели рубеж 8000 подписчиков, это очень важно, это первое. А второе, это у нас уже 2 миллиона 800 тысяч просмотров. Мы идем к рубежу в 3 миллиона просмотров, это очень важно. За лето, да, за эти 2 месяца, уже третий пошел, реально прирост просто шокирует меня. То есть всем спасибо за подписки, за ваши отклики. Спасибо вам, хейтеры, за то, что вы есть, да, за то, что вы смотрите мой канал и тоже его продвигаете вперед. Всем огромное спасибо. Еще раз призываю, подписывайтесь на канал, на нем будет очень много прикольной, актуальной, да, информации про Ирландию, не только путешествия, распаковки. То есть у меня канал разносторонний, как и я, разносторонний человек, да, я не зациклюсь на чем-то одном, я развиваюсь, и я надеюсь, что вы будете развиваться вместе со мной. Еще раз всем огромное спасибо за любое из этих действий. Перед тем, как начать, хотел бы всем посоветовать прекрасный сервис по переводу денег под названием Paysend. Ребята, я сам ним пользуюсь. И вот мое видео руководство, как все это делается, как переводить с одной карты на другую. То есть, если у вас карта Европейского банка, и вы хотите перевести свои денежки на карту Украинского банка, то это лучший сервис. Ссылочка на регистрацию в этом сервисе будет в описании, вот здесь вот вверху. Если вы регистрируетесь по моей ссылке, то вы получаете лучший курс, это первое. И второе, от 1 до 5 переводов бесплатно. Просто переходите по ссылочке, вводите свой номер телефона и все. И все бонусы, все, как говорится, привилегии будут у вас. В этом ролике, видите, я показываю курс, рассказываю, что, как, то есть как переводить полностью. Ссылочка на это видео также будет в описании. Переходите, смотрите. И главное, что этот сервис моментально переводит. То есть от 1 до 5 минут и ваши деньги уже на карте. Это лично проверено мной. Например, в этом ролике деньги пришли всего лишь за 30 секунд после того, как я оформил перевод. Так что всем советую этот сервис. И главное, переводите деньги с умом и по лучшему курсу. Мы продолжаем обсуждать этот митинг, да, который прошел в Дандалке. Вот есть короткое видео с этого митинга. Давайте его посмотрим, да, что люди кричат и что вообще там происходило, да. Вот такое вот видео, видите, оно, это, как говорится, немногочисленное, да, митинг. 3 человека задержали после него, да, потому что они очень агрессивно себя вели. То есть к чему вообще все это, видите, происходит в связи с тем, что город Дандалок, да, хотели, ну, в приют, да, вот в бывший приют в Ситауне, в Дандалке, то есть хотели заселить 260 украинских беженцев, видите, да, бывший детском доме, то есть это бывший детский дом, бывший приют, то есть он все закрытый, его хотели отремонтировать, какие-то там условия сделать для проживания беженцев, да, и заселить туда украинских беженцев, 260 беженцев. И вот люди вышли, как видите, их немного, да, это такие больше, очень такие ультра уже правые, да, то есть люди, которые, ну, считают, что Ирландия для ирландцев, то есть
и все в этом духе. То есть, как вы знаете, прошли там эти выборы, да, в Ирландии, то есть правых, да, стало больше, это понятное дело, но все равно в Ирландии это мирная, да, страна, и много тех людей, которые считают, что все-таки границы должны быть не то что открытые, ну, всех тех людей, которые просят до убежища, которые приезжают, то есть им должны дать шанс, им должны дать какие-то, да, привилегии, чтобы они смогли здесь как-то ассимилироваться, да, и остаться. Как вы видели, на другой стороне улицы были, да, был такой контрмитинг, то есть люди выкрикивали то, что мы ждем иммигрантов, то есть мы им рады и так далее. То есть вот так вот, видите, ирландцы разбиваются все-таки на два лагеря. Но как ни крути, Ирландия все-таки вот сейчас, август, да, 2024 года, да, все это проходило в конце июля, да, 21 июля это было, или 22 июля 2024 года, да, вся эта ситуация происходит в Ирландии. И, конечно, тенденция идет о том, что все-таки уже ирландцев больше недовольных, да, политикой, той политикой, да, которой занимается правительство, потому что все-таки, ну, очень много за последнее время мигрантов, и украинцы, конечно, этому очень слишком, да, ну, очень много украинцев приехало, из этого, конечно, миграционная политика становится, ну, рассматривается в парламенте, да, ее хотят ужесточить. Вот сейчас, вот, я думаю, в конце августа должны, либо в сентябре должны принять новые поправки. Для украинцев их уже, конечно, сделали, да, вы можете посмотреть у меня, вот здесь будет вверху к вам подсказочка, я рассказал про новые правила, которые, да, вступят с 12 сентября для украинцев. У большинства тех, кто живет в государственном размещении, да, то есть на полном обеспечении государства, им снижают выплаты до 38 евро в неделю, то есть, так что, ну, тенденция идет к тому, что украинских беженцев уже приравнивают к международным, ну, к международным, да, беженцам, которые приезжают по международной защите, то есть их приравнивают к ним. То есть сейчас украинцы еще до сих пор, конечно, в привилегированном таком состоянии, ну, большая часть, потому что те, кто живет по ARP программе, кто это знает, что такое специальная программа для украинцев, то есть их не касается снижения выплат. То есть все-таки большинство украинцев еще живут по таким вот правилам, которые их приравнивают к ирландцам, то есть там повышенные вот эти выплаты, то есть они могут подаваться на любые программы, ну почти на любые, сразу открывается им дверь, чтобы в поиске работы, там PPS, потом Medical Card и все вот эти вот, как говорится, плюшки, которые имеет именно гражданин, да, Ирландии, либо резидент Ирландии, да, то есть, ну, чтобы стать гражданином надо ого-го, а чтобы стать резидентом даже, тоже нужно постараться, пожить, поработать, поплатить налоги и так далее. Украинцы сейчас просто перепрыгнули все это и живут вот так. Украинцы, как вы знаете, 100 тысяч, да, но сейчас уже говорят, что уже меньше, но, там 5 или 6 тысяч уже уехало, там что 90 с хвостиком, да, осталось, но все равно это огромное количество людей. Я говорю даже по себе, потому что вот мы путешествуем, ну как путешествуем, ездим то в Дублин, то вот, кстати, мы были в Дандалк, да, ездили там большой торговый центр, вот и мы делали, да, закупы, так как говорится, да, то есть скупляли, шопинг делали сыну в школу, то есть и реально украинцев, ну, повсюду просто, везде нас хватает. И куда бы мы ни приехали, вот мы были в Эмералд парке, да, ты знаешь, что это такой парк развлечений, тоже, то есть везде ты слышишь либо русский язык, либо мову ридну, да, то есть очень много, то есть 90 тысяч даже людей в стране, в которой население 5 миллионов, вы понимаете, да, какой огромный процент. И много, конечно, ультраправых, да, националистов, можно сказать так, да, их хватает в Ирландии, которые кричат «Ирландия для ирландцев» и так далее. То есть их хватает, и они в чем-то, конечно, даже скажу так, правы, потому что, ну, слишком много привилегий, да, которые уже, ну, заходят за рамки. То есть самим ирландцам некоторым не предоставляют такие льготы, такие плюшки, да, которые предоставляют украинским беженцам. Понятное дело, война, все дела, но всему есть предел, да, и всему все когда-то будет, ну, заканчиваться. И эта помощь тоже. Защиту-то, ясно дело, продлили уже еще, да, там на год. То есть, ну, это, ну, так работает Евросоюз, это не именно Ирландия решила, а именно Европарламент решил, да, продлить еще.
Э, И вообще, да, ну вот мы ждем новых вот этих вот, ну, новые правила по миграции, которые принимает, да, правительство Ирландии. Вот она, я же говорю, будет либо в августе, либо в сентябре, думаю, они примут. Там будет не только по украинцам, но и по международным беженцам, которые приезжают и просят международную защиту. Это первое. И второе, конечно, те лозунги, которые кричат, да, там, всех иммигрантов нужно выгнать и так далее. Понятное дело, что это неправильная формулировка. Потому что, как ни крути, мигранты очень много здесь помогают. Они занимаются, да, ну, если грубо сказать, грязной работой. Как в любой развитой европейской стране, да, как ни крути, мигранты работают на низкоквалифицированной работе, на которой не хотят работать сами же европейцы, в нашем случае сами же ирландцы. Как ни крути, это правда. И когда люди выходят и кричат, что вы забираете у нас наши рабочие места, это немножко, конечно, лукавство, потому что сами ирландцы не слишком хотят идти на завод работать, на каком-то, да, предприятии, где нужно физически работать, там тяжелые смены, либо какой-то тяжелый, да, труд, то есть все-таки мигранты этому помогают. И нужно ли их много пускать? Ну, конечно же, нет. Страна маленькая, страна не резиновая, это остров, и понятное дело, что тут просто нужно выборочно и больше брать, конечно, квалифицированных, да, вот, например, как work permit, да, это такая штука, которая дает людям шанс, да, приехать в Ирландию и работать. Только, то есть там входят определенные категории работ, которые позволяются приехать в Ирландию и получить PPS, да, и работать здесь, и как-то интегрироваться. Но это обратно же инженеры, там, сантехники, там, какие-то, ну, вот, квалифицированные, понимаете, работники, которые человек приезжает с дипломом сразу, с профессией. Он не идет там на фабрику, на линию, да, таких людей и так хватает. То есть, потому что много людей приезжают по международной защите, они там сидят в этих лагерях полгода, и потом им дают уже эти PPS, и они спокойно могут идти и на ту же фабрику там и так далее. То есть на низкоквалифицированную работу, там уборщиками, там охранниками и так далее. То есть, ну, даже охранниками нет, на охранника надо еще, конечно, пожить, выучить язык, там, чтобы не было судимости и так далее. Это все понятно. То есть вот этот митинг, это такой мини-митинг, он происходит, вспышки эти происходят по всей Ирландии постоянно, где хотят разместить беженцев, да, где хотят переоборудовать какую-то старую там церковь, спортзал, вот как здесь, приют, да, то есть там и так далее. То есть какие-то здания, которые стоят, которые уже там, не знаю, покрылись плесенью и хотят отреставрировать, что-нибудь там поделать, завести какие-то кровати, то все, пятое, десятое, и просто разместить, да, людей, у которых ничего нету, которым нужна помощь. И вот люди тут почему скандировались? Потому что этот приют находится возле какой-то детской школы рядом. И говорят, что туда будут завозить много типа мужчин, типа, а зачем рядом со школой, да, будут шляться какие-то мужики, да, вы понимаете, в чем загвоздочка. Ну, понимаете, ирландцы, они имеют, ну, на это право, они имеют протестовать, они имеют право выходить, потому что они в своей стране, они имеют право голоса, и у них есть нормально выйти на демонстрацию, выйти на митинг и сказать против. Тенденция, еще раз повторяю, идет к тому, что все-таки, ну, власти прислушиваются, и много, вы знаете, центров и даже уже спалили в Ирландии, это там уже центра 3-4 были подпалены, то есть я не хочу все это, каждую, да, ситуацию озвучивать, просто этот митинг, да, он был замечен, так вот, ну, что людей задержали, и его фишка была в том, что был контр митинг, да, с другой стороны улицы. Вот это его такая необычность, что с одной стороны кричали там, короче, типа вокзал, да, самолет и домой, чемодан, а с другой наоборот, мы вас ждем, мигранты, пожалуйста, мы вас любим и так далее. То есть вот этот вот диссонанс, да, что люди сошлись, именно ирландцы, да, это не то, что там кого-то подкупили, тут так это не работает. Тут все люди выходят, они выходят там, ну, грубо говоря, за идею от чистого сердца, ну, либо много выходит таких, знаете, мини-анархистов, да, которые молодежи делать нечего, они что-то, им какой-то нужен мотивации, чтобы выйти просто что-то покрушить, покричать. Вы понимаете, да, это как было, когда в Дублине, да, в том году мигрант, да, девочку ранил ножом, да, и как какие там были бунт, да, какой был в центре прям Дублина, что творилось, да. То есть, но обратно же, кто творил, в большинстве случаев, 90% это просто была заряженная молодежь просто, да, это правда. Просто вот у нас скучно, вот просто вышли, и масса пошла, кричалку закричали, и все. Виноваты ли тут в чем-то украинцы? Конечно же нет.
как ни крути, любой митинг, любая вот это вот какое-то противоречие, это виновато правительство. Если правительство отпустило много людей, не знает, куда их размещать, но это уже вот именно проблема правительства, то есть они не доработали, они не досмотрели. Любой беженец, в том числе украинец, он едет, если его пустили, он думает, ну все, меня пустили, все хорошо, а потом начинается, там мест нет, туда переселяем, там контракт не продлили, это тоже плохо, это тоже неправильно, я считаю. Лучше пустить меньше и качественно, чем много, и потом вот такие вот будут конфликтные ситуации. Напишите в комментариях ваше мнение по всему этому, да, всей этой ситуации. Правы ли ирландцы, либо правы те, кто были на другой стороне, в смысле митинга и кричали, что добро пожаловать мигранты, либо правы те, которые кричали уезжайте все домой, и вы тут лишние, то есть чья позиция вам ближе, либо виноваты правительство, которое пустило очень много беженцев, мигрантов, да, и теперь они не знают, что с ними делать, куда их размещать. То есть кто в этой ситуации вам ближе, да, и кто, по вашему мнению, все-таки виноват во всей этой неприятной все-таки ситуации, любые, да, просто Ирландия такая, она демократическая, такая спокойная, такая френдли, да, такая, ну, реально, ну, классная, заряжена на позитив страна и люди, и когда тут что-то такое происходит, она маленькая, вы понимаете, то есть в большой стране такой маленький митинг можно было не заметить, ну а тут даже 20-30 человек, если выходят, то это событие, потому что страна, еще повторяю, маленькая, и здесь не то, что даже СМИ, а сарафанное радио максимально все разносит и из маленькой, да, такой ситуации создает какой-то прецедент, какое-то, да, шоу, какую-то такую новость дня. Но это так и есть, потому что ситуация с беженцами сложная, как вы знаете, Ирландия все больше и больше снижает выплаты, не продлевает контракты в отелях, ну, я говорю по украинским беженцам, и, конечно же, уже сама Ирландия, понятно, делает намеки на то, что, ну, ребята, скоро все это будет потихоньку заканчиваться, и если кто, как говорится, смог снять себе жилье сам, найти работу, и, да, ну, вы, понятное дело, никто вас выгонять не будет, но если вы не смогли, то, ну, рассчитывайте на себя, а на себя рассчитывать в такой дорогой стране, как Ирландия, ну, это просто самоубийство, это 99% остаться, ну, на улице, в прямом смысле, в палатке, в лучшем случае. Ну, еще один вариант, это, конечно, сесть на самолет, либо на паром и просто поехать дальше, либо вернуться в Украину. Я, обратно же, рассказываю тут про украинских беженцев, больше про международных, мне не слишком интересно, потому что к ним я не отношусь. Как-то так. Вот такая вот новость. Еще раз повторяю, пишите в комментариях ваше мнение, что будет ждать, что Ирландия дальше будет делать с украинскими беженцами. Интересно послушать именно ваши истории. Может, кто-то расскажет историю с какого-то центра размещения, как у вас там обстоят дела, как жизнь, как питание вообще, что вообще там происходит. Потому что у меня нет знакомых в этих центрах. Раньше, если было, да, то уже люди многие поуезжали, попереезжали, снимают сами жилье, то есть уже нету коммуникации с людьми, которые живут в каких-то вот центрах размещения, каких-то бывших приютах и так далее. Интересно, что там все-таки творится. Вот такая вот не очень хорошая новость, да. Ну, что маемо, то маемо. Всегда на связи.